Урок 1. Советы по поводу отпуска. Я тоже собираюсь в отпуск, но в город. О, захватывающе. У вас есть какие-нибудь советы для меня? Определенно. Я бы порекомендовал изучить местные рынки, они полны культуры. Это звучит великолепно. Я люблю открывать для себя уникальные блюда и поделки. Да, и не забудьте попробовать уличную еду, обычно это вкусно. Я обязательно это сделаю. Какие-то конкретные блюда мне стоит поискать. Ищите местные деликатесы, они часто демонстрируют вкус региона. Я не могу дождаться. Всегда приятно пробовать что-то новое. И обязательно прогуляйтесь, вы наткнетесь на скрытые драгоценные камни. Урок 2. Уличные фестивали. Мне определенно нравится исследовать разные вкусы на уличных фестивалях. Они так ярко объединяют людей. Да, удивительно, как еда может создать чувство общности. Мне нравится пробовать блюда разных культур. Это похоже на кулинарное путешествие. Абсолютно. Каждый фестиваль имеет свои уникальные предложения. Были ли вы в последнее время на каких-нибудь замечательных фестивалях? Я ходил туда в прошлом месяце, и еда была невероятной. Это звучит чудесно. Какое блюдо было вашим любимым? Был этот острый тако, который просто поразил меня. Урок 3. Сосредоточьтесь на фитнесе. Я думаю, на этой неделе нам следует сосредоточиться на весах. Это звучит как хороший план. Может начать с кардио для разминки. Да, разминка необходима для предотвращения травм. Мне нравится начинать с легкой пробежки. У меня учащается сердцебиение. Это отличная идея. Затем мы можем перейти к силовым тренировкам. Абсолютно. Мне нравится использовать свободные веса для тренировки всего тела. Я тоже. Они действительно помогают эффективно наращивать мышцы. И мы можем поощрять друг друга, расширять свои возможности. Определенно. Вместе всегда веселее заниматься. Урок 4. Рекомендации в области фэнтези. Есть ли у вас любимые авторы фэнтези, которых вы порекомендуете? Определенно, Агата Кристи и Артур Конан Дойл – классика. Это отличный выбор. Их повествование вне времени. Да, их тайны заставляют гадать до конца. Мне нравится, как они создают напряжение в своих историях. Точно, это делает процесс чтения таким увлекательным. Читали ли вы какие-нибудь их менее известные произведения? Да, некоторые из них скрытые жемчужины, заслуживающие большего внимания. Мне придется их проверить. Всегда приятно открывать для себя новые истории. Урок 5. Опыт бега. Это было потрясающе. Что для вас было лучшим в этом опыте? Определенно бегу вместе с теми, кто разделяет ту же страсть. Это товарищество имеет такое значение, не так ли? Это действительно так. Это создает чувство общности и поддержки. Я чувствовал прилив энергии, просто будучи частью этой атмосферы. Да, энергия каждого заразительна и подталкивает вас к лучшему.
Вам было сложно идти в ногу с группой. Временами, но поддержка коллег-бегунов облегчала задачу. Мне нравится, как этот опыт может мотивировать нас расширить свои возможности. Урок 6. Конкуренция сельскохозяйственной продукции. Слышали ли вы о конкурсе на лучшую фермерскую продукцию года? Да, это потрясающе, как здесь освещается местное сельское хозяйство. Мне нравится, что это побуждает фермеров демонстрировать свою лучшую работу. Точно, это привлекает внимание к качеству продукции и мастерству. Какие продукты, по вашему мнению, будут выделяться в этом году? Я предполагаю, что органические фрукты и овощи, скорее всего, будут в центре внимания. Это имеет смысл. Устойчивое развитие становится все более важным. Да, интересно видеть, как инновация играет роль в сельском хозяйстве. Мне не терпится увидеть результаты или узнать о победителях. Урок 7. Освежающая среда. Я не могу дождаться нашей поездки. Для нас это будет освежающая и успокаивающая обстановка. Абсолютно. Я с нетерпением ждал возможности сбежать от городской суеты. Пребывание в окружении природы действительно поможет нам расслабиться, не так ли? Да, я уже представляю себе мирные звуки птиц и шелест листьев. Звучит идеально для расслабления и подзарядки ума. Точно. Кроме того, мы можем совершить небольшую пешую прогулку, чтобы насладиться пейзажами. Это отличная идея. Небольшое упражнение в красивой обстановке всегда приятно. Далее, и это будет прекрасный способ соединиться с природой. Мне нравится мысль о том, чтобы просто сидеть у озера и наслаждаться видом. Урок 8. Классический стил. Вы думаете о том, какой стиль вы хотите для своего нового места. Я склоняюсь к классическому стилю в теплой цветовой палитре. Это звучит прекрасно. Классический дизайн всегда делает пространство вневременным. Да, и я думаю, что это создает гостеприимную атмосферу для гостей. Есть ли у вас какие-то определенные цвета для стен? Я рассматриваю мягкие кремовые оттенки и, возможно, немного темно-синего цвета для контраста. Эти цвета будут выглядеть потрясающе вместе. Они такие элегантные. Я согласен. Я хочу сбалансировать изысканность и уют. Вы уже подумали о том, какую мебель вы хотите? Урок 9. Соглашение ООН. Кажется разумным сделать вывод, что секретное соглашение, заключенное Организацией Объединенных Наций, не сработало. Да, продолжающиеся конфликты позволяют предположить, что она не достигла намеченных целей. Досадно, когда дипломатические усилия не приводят к прочному миру. Точно. Это поднимает вопросы об эффективности таких соглашений. Интересно, что можно было бы сделать по-другому, чтобы улучшить будущие переговоры. Это может потребовать большей прозрачности и участия местных сообществ. Это хороший момент. Местные голоса могут предложить ценные точки зрения. Да, и укрепление доверия между странами имеет решающее значение для успеха. Я надеюсь, что они извлекут уроки из этого опыта для принятия более эффективных решений. Урок 10. Наведение порядка и организация вещей.
Эй, а вы когда-нибудь пробовали навести порядок и организовать свое жилое пространство по выходным? Да, я нахожу это действительно освежающим. Это очищает мой разум и мое пространство. Я полностью согласен. Аккуратная окружающая среда может повысить производительность. Точно. После организации я всегда испытываю чувство выполненного долга. Есть ли у вас какие-либо советы, как начать? Обычно я занимаюсь одной комнатой за раз, чтобы не чувствовать себя перегруженным. Это умно. Сосредоточение внимания на небольших участках делает задачу более управляемой. Да, я часто создаю стопки, которые можно оставить, пожертвовать и выбросить. Это отличная система. Это помогает быстро принимать решения. Урок 11. Планирование деятельности. Идеальный. Я поищу это и посмотрю, какие мероприятия у них там есть. И это похоже на план. Всегда хорошо иметь варианты. Да, я хочу убедиться, что мы сможем насладиться временем в полной мере. Я согласен. Изучение различных мероприятий может сделать поездку более увлекательной. Есть ли какие-то конкретные вещи, которые вы надеетесь найти? Мне бы хотелось посмотреть, предлагают ли они какие-нибудь приключения на свежем воздухе, такие как походы или катание на Это было каяках. бы фантастически. Активный отдых на природе всегда доставляет удовольствие. Да, и это отличный способ сблизиться и создать воспоминания вместе. Абсолютно. Давайте спланируем идеальный маршрут, как только я найду варианты. Урок 12. Весело вместе. Я люблю проводить время с друзьями. Нам всегда весело вместе. Это правда. В какие игры вы обычно играете? Нам нравятся настольные игры и некоторые видеоигры для разнообразия. Настольные игры могут быть очень интересными. Они поощряют командную работу и стратегию. Точно. Кроме того, они могут привести к веселым моментам. Мне нравятся игры, которые предполагают творчество и решение проблем. Пробовали ли вы какие-нибудь квест-игры? Они захватывающие. Нет, но я слышал, что они просто потрясающие. Я хотел бы испытать один. Давай запланируем игровой вечер в ближайшее время. Мы можем попробовать несколько разных. Урок 13. Понимание этикета. В билете были инструкции, как вести себя в этом случае. Таким образом, этикет стал означать способ поведения в социальной среде. Да, это потрясающе, как обычаи могут меняться с течением времени. Точно. Понимание этикета помогает нам ориентироваться в различных ситуациях. Это важно для того, чтобы произвести хорошее впечатление, особенно на официальных мероприятиях. Я согласен, знание правильного этикета может повысить уверенность в себе. Вы когда-нибудь чувствовали неуверенность в том, как вести себя на мероприятии? Да, но предварительное исследование всегда помогает мне чувствовать себя более подготовленным. Это разумный подход. Это демонстрирует уважение к этому событию. Урок 14. Стул для душа. Абсолютно. Мы позаботимся о том, чтобы в вашей комнате было кресло для душа. Это было бы очень полезно. Я чувствую себя безопаснее, зная, что оно там. Очень важно создать подходящее помещение для комфорта. Да, особенно когда мобильность может быть проблемой.
Я хочу, чтобы ваше пребывание было максимально приятным. Я ценю это. Приятно знать, что у меня будет поддержка. Перед вашим приездом мы проверим наличие всех необходимых удобств. Это звучит идеально. Это облегчит мне всю поездку. Я рад помочь. Ваш комфорт– мой главный приоритет. Группа 15, семейный оркестр. Он играет в группе, а группа играет музыку в стиле кантри. Это звучит захватывающе. Кантри-музыка имеет очень богатую историю. Да, и моя мама певица в группе, и это делает ее особенной. Как чудесно! Должно быть здорово выступать всей семьей. Абсолютно. Музыка сближает нас и создает незабываемые воспоминания. Вы когда-нибудь присоединялись к ним на сцене? Я пробовал несколько раз, но я скорее закулисный человек. Это понятно. Поддержка семьи может быть не менее полезной. Да, и мне нравится смотреть, как они выступают, и общаться с публикой. Урок 16. Наследие Шотландии. Узнали ли вы за это время о знаменитых ученых и изобретателях? Да, Шотландия славится своим национальным вкладом в науку. Абсолютно. Такие личности, как Александр Грэм Белл и Джеймс Уотт, заслуживают внимания. Их изобретения сформировали мир, в котором мы живем сегодня. Интересно видеть, как их творчество повлияло на различные области. Да, и система образования Шотландии сыграла значительную роль в развитии талантов. Я согласен. Тренд на инновациях и исследованиях вдохновляет. Отрадно осознавать, что великие умы могут появиться из любого происхождения. Определенно. Наследие Шотландии в области науки и изобретений– это то, чем можно гордиться. Урок 17. Выбор обеда. На обед мы обычно едим бутерброд, кусочек фрукта и сок или молоко. Это похоже на сбалансированное питание. Важно иметь разнообразие. Точно. Я думаю, что это поддерживает наш уровень энергии в течение дня. К тому же его легко готовить, и он может быть очень вкусным. Какой сэндвич вам нравится делать больше всего? Я люблю классическую индейку с сыром и свежими овощами. Это отличный выбор. Иногда мне нравится хороший сэндвич с арахисовым маслом и бананом. Звучит вкусно. Это приятное сочетание вкусов и текстур. Да, и этого достаточно, чтобы я был сыт до ужина. Урок 18. Еженедельные покупки. Эй, ты закончил покупки на неделю? Нет, еще нет. Мне еще нужно купить продукты на предстоящую неделю. Что вам еще нужно получить? Мне нужно купить свежих овощей и фруктов, а также перекусить. Это звучит важно. Здоровые перекусы действительно могут помочь в течение недели. Абсолютно. Мне также нужно пополнить запасы молочных продуктов и хлеба. Всегда приятно иметь все готовые для быстрого перекуса. Да, и я стараюсь планировать свое питание с учетом того, что покупаю, чтобы избежать отходов. Это умная стратегия.
Планирование питания экономит время и деньги. Урок 19. Новая программа тренировок. Хороший. Я искал новую программу тренировок. Можете ли вы порекомендовать что-нибудь? Конечно, я думаю, что сочетание силовых тренировок и кардио может быть эффективно. Это звучит великолепно. Мне нужно что-то, что заставит меня заниматься и бросать вызов. Вы не думали попробовать групповые занятия? Они могут действительно мотивировать. Да, я думал о том, чтобы пойти на занятия йогой или спиннингом. Оба варианта фантастические. Они предлагают отличные тренировки и чувство общности. Точно. Мне нравится идея тренироваться с людьми, которые разделяют схожие цели. Это действительно может помочь вам оставаться целеустремленным и получать удовольствие. На этой неделе я обязательно рассмотрю занятия в местном спортзале. Урок 20. Переговоры по контракту. Можем ли мы продлить его до 3 лет? Да, мы можем договориться и об этом. Важно найти термин, который устраивает обе стороны. Я ценю вашу гибкость. Это дает нам возможность планировать на долгосрочную перспективу. Абсолютно. Более долгосрочные соглашения могут обеспечить стабильность для всех участников. Какие еще моменты, по вашему мнению, нам следует затронуть в нашей дискуссии? Мы также должны обсудить любые потенциальные изменения условий в ходе действия контракта. Это хорошая идея. Готовность к корректировке может помочь избежать будущих конфликтов. Да, и это гарантирует, что мы оба находимся на той волне и двигаемся вперед. Я рад, что мы можем работать вместе и прийти к обоюдному согласию. Урок 21. Веганские блюда. Да, они делают. В их меню есть отдельный раздел для веганских блюд. Это фантастика. Приятно видеть больше ресторанов, предлагающих разные диеты. Абсолютно. Это показывает, что они заботятся о предпочтениях своих клиентов. Я люблю пробовать новые веганские блюда. Они могут быть такими креативными и ароматными. Я тоже. Удивительно, насколько разнообразной может быть кулинария на растительной основе. Какое веганское блюдо, которое вы пробовали, ваше любимое? Я думаю, что хорошо приготовленное веганское карри трудно превзойти. Звучит вкусно. Мне нравятся веганские тако со свежими начинками. Это здорово. Давайте заглянем в этот ресторан и посмотрим, что они предлагают. Урок 22. Историческое влияние. Их собрания стали называться парламентами, и королю пришлось разделить власть. Это интересно. Удивительно, как управление развивается с течением времени. Да, это подчеркивает важность сотрудничества и представительства. Точно. Идея разделения власти является фундаментальной для демократии. Как вы думаете, с какими проблемами они столкнулись тогда? Я предполагаю, что были разногласия и конфликты по поводу власти. Определенно. Балансировать власть непросто, особенно в монархии. Впечатляет, как эти исторические решения сформировали современное правление. Да, изучение прошлого помогает нам оценить нынешние системы. Урок 23. Спрашиваем дорогу. Извините, вы можете помочь мне найти музей?
Конечно, идите прямо, затем на следующем перекрестке поверните направо. Спасибо. Это далеко отсюда. Нет, это всего в нескольких кварталах отсюда. Вы увидите это слева от вас. Приятно это знать. Я ценю вашу помощь. Без проблем. Всегда приятно помочь нуждающемуся. Очень жду посещения музея. Вам это понравится. У них есть несколько интересных экспонатов. Еще раз спасибо за направление. Я обязательно это проверю. Урок 24. Наблюдение за присутствием полиции. Иногда я вижу полицейские машины на обочине дороги. Да, интересно, какую роль они играют в обеспечении безопасности. Я чувствую себя в безопасности, зная, что они рядом. Абсолютно. Они обеспечивают чувство безопасности в наших сообществах. Как вы думаете, их присутствие влияет на поведение людей? Я верю, что это так. Это часто побуждает людей следовать правилам. Это правда. Напоминаем, что правоохранительные органы всегда наблюдают за происходящим. Да, и это также показывает важность общественной поддержки полиции. Точно. Позитивные отношения могут повысить общую безопасность. Урок 25. Школьные принадлежности. Вот там на польке точилка. Большой. Давайте возьмем их, они нужны нам для наших школьных принадлежностей. Абсолютно. Всегда удобно иметь под рукой точилку. Да, особенно, когда у нас много карандашей. Как думаешь, нам стоит взять еще несколько на всякий случай? Это умная идея. Лучше быть готовым ко всему. К тому же они обычно недорогие, так почему бы не запастись ими? Точно. Мне всегда нравится иметь резервные копии необходимых материалов. Давайте возьмем их и проверим наш список. Урок 26. Семейное чтение. Я планирую купить книги членам своей семьи. Они любят читать. Это такая продуманная идея. Книги– фантастический подарок. Я согласен. Это показывает, что вы заботитесь об их интересах. Есть ли у вас в виду определенные жанры для каждого человека? Да, моя сестра любит триллеры, а мой брат предпочитает фэнтези. Это отличный выбор. А как насчет твоих родителей? Я думаю, им понравится историческая фантастика или биографии. Это отличные варианты. Они могут быть как развлекательными, так и обучающими. Точно. Я хочу выбрать что-то, что их заинтересует. Урок 27. Увлечение Древней Грецией. Ух ты, меня всегда восхищала Древняя Греция. Замечательно. В их истории и культуре есть что исследовать. Абсолютно. Философия, искусство и архитектура очень интригуют. Да, и история их богов и героев тоже увлекательна. Мне бы очень хотелось когда-нибудь посетить такие исторические места, как Акропол. Это был бы потрясающий опыт. Увидеть эти руины лично в моем списке. Я тоже добавляю это в свой список.
Что еще вам кажется интересным? Олимпийские игры начались в Древней Греции, и это невероятно. Да, удивительно, как эта традиция продолжается и по сей день. Урок 28. Езда на велосипеде как занятие. Если мы хотим оставаться активными, как насчет езды на велосипеде? Это звучит как отличная идея. Это фантастический способ насладиться отдыхом на свежем воздухе. Абсолютно. Кроме того, это упражнение с низкой отдачей, которое может выполнять каждый. Да, и мы можем исследовать новые тропы, наслаждаясь свежим воздухом. Знаете ли вы поблизости хорошие велосипедные маршруты? Я слышал о красивой тропе, проходящей вдоль реки. Это звучит идеально. Поездка по воде может быть очень освежающей. Да и по пути мы можем даже встретить диких животных. Мне нравится эта идея. Давайте запланируем день для этого в ближайшее время. Урок 29. Работа для студентов. Некоторым студентам действительно нравится подрабатывать, не правда ли? Да, очень. Они находят эту работу приятным отдыхом от учебы. Интересно, как работа может дать другой взгляд на жизнь. Точно. Это помогает им развивать навыки и знакомиться с новыми людьми. Но не каждый студент одинаково относится к работе во время учебы. Это правда. Некоторым кажется трудно сбалансировать и то, и другое. Все дело в том, чтобы найти правильный баланс, который работает для каждого человека. Я согласен. Те, кто любит свою работу, часто чувствуют себя более удовлетворенными. Да, и это также может помочь им финансово, что является бонусом. Урок 30. Путешествие на самолете. Мой брат любит путешествовать. Ему нравится летать на самолетах. Это звучит захватывающе. Путешествия всегда открывают новые впечатления. Да, он любит острые ощущения от взлета и наблюдения за облаками сверху. Я могу это понять. Есть что-то волшебное в полете. Он часто говорит о разных местах, которые хочет посетить в следующий раз. Замечательно. Как вы думаете, есть ли у него любимое место? Я думаю, он очень любит посещать города с богатой историей и культурой. Часто это самое увлекательное место для изучения. Абсолютно. Я надеюсь когда-нибудь присоединиться к нему в одном из его приключений. Урок 31. Деловое сотрудничество. Да, я считаю, что наши компании могут получить выгоду от совместной работы. Сотрудничество может открыть новые захватывающие возможности для обеих сторон. Точно. Объединение наших сильных сторон может создать конкурентное преимущество. Я согласен. Обмен ресурсами и знаниями может улучшить наши проекты. Задумывались ли вы о том, в каких конкретных областях мы можем сотрудничать? Я думаю, что наши маркетинговые стратегии могли бы хорошо дополнять друг друга. Звучит многообещающе. Совместная компания могла бы охватить более широкую аудиторию. Да, и мы можем учиться на успехах и проблемах друг друга. Давайте наметим предложение и обсудим его дальше с нашими командами. Урок 32. Профессиональный тон в спорте. Интересно, как изменился профессиональный тон в спорте, не правда ли? Да, на самом деле именно таким.
а не игрок мужской команды. Джон МакКинрей начал практику споров с официальными лицами. Это правда. Его страстное поведение изменило способ взаимодействия игроков с судьями. Точно. Это положило начало дискуссиям о спортивном мастерстве и уважении. Считаете ли вы, что это улучшило общую атмосферу в спорте? Я верю в это. Это побудило спортсменов проявить себя, сохраняя при этом профессионализм. Да, и это важно для целостности игры. Абсолютно. Баланс между эмоциями и уважением является ключевым моментом в любом виде спорта. Я надеюсь, что будущие спортсмены продолжат учиться на этих примерах. Урок 33. Техники организации. Один из методов– одновременно заработать немного денег. Это звучит интересно. Как вы планируете это сделать? Организуя мероприятия, за которые люди готовы платить, например, семинары. Это отличная идея. Люди любят приобретать новые навыки и опыт. Да, и это хороший способ пообщаться с другими членами сообщества. Я согласен. Другой метод– организовать наше расписание так, чтобы максимизировать производительность. Точно. Хорошо структурированный план может иметь огромное значение. Есть ли у вас какие-то конкретные методы, которые вы предпочитаете использовать? Я предпочитаю цифровые инструменты, чтобы все было в одном месте и было легко доступно. Урок 34. Здоровый выбор. Я согласен. Важно питаться здоровой пищей. Что еще мы должны получить? Я думаю, нам обязательно следует включить в свой список покупок больше фруктов и овощей. Это отличная идея. Свежие продукты необходимы для сбалансированного питания. Да, и мы также можем поискать цельнозерновые продукты. Абсолютно. Они обеспечивают большую энергию и питательные вещества. Давайте не будем забывать и о нежирных белках. Они важны для нашей еды. Да, нам следует проверить такие варианты, как курица или тофу. Идеальный. Я с радостью готовлю вместе полезное блюдо. Я не могу дождаться. Готовить здоровую еду– это очень полезно. Урок 35. Подводные чудеса. Да, мы видели разноцветных рыбок, красивые коралловые рифы и даже морскую черепаху. Это звучит невероятно. Подводное плавание должно быть было таким удивительным опытом. Это действительно было. Подводный мир настолько ярко полон жизни. Я могу только представить себе красоту плавания рядом с этими существами. Абсолютно. Было такое ощущение, будто я попал в совершенно другой мир. Я бы хотел когда-нибудь попробовать заняться подводным плаванием. Это похоже на приключение. Вам обязательно следует. Это опыт, который вы никогда не забудете. Не могу дождаться возможности исследовать океан самому. Давай в ближайшее время запланируем совместное путешествие с маской и трубкой.